Этот водоем уже знаком зрителям моего канала. Мы с вами здесь уже не раз были. Мы с товарищем выбрались буквально на пару часов сюда порыбачить. Вот, и это видео я попробую сделать, ну, немножко тематическим. Приветствую всех, дамы и господа, а также рыбаки и не очень. Есть такая замечательная японская компания Smith, и выпускает она замечательные воблеры под названием Халука. Эти приманки, ну, в моем регионе все знают, любят и уважают, в том числе и я. Вот, и однажды в интернете я нашел обсуждение китайских копий этой приманки. И по отзывам я на Алиэкспресс купил так называемую копию знаменитой приманки от компании Smith под названием Халука. По крайней мере, так утверждалось. Вот, лежала эта приманка у меня года 2 в моих запасах. Наконец-то руки добрались, и сегодняшнюю рыбалку я хочу посвятить этому воблеру. Выглядит она вот так вот. Заявлена как плавающая. Взял я с собой для сравнения оригинальной приманки, плавающую халуку и тонущую халуку. Какие отличия на первый взгляд? Ну, во-первых, несовпадение веса. У копии заявлен вес 14,3. У плавающей оригинальной 13,9. У тонущей оригинальной 15,5. Как видим, ну, по весу уже они не совсем идентичны. Что касается внешнего вида, очень похожие формы тела, очень похожи лопатки, но отличаются глазками. То есть глазки совершенно точно разные. Вы знаете, я думаю, что если бы китайцы захотели сделать прям идеальную, идентичную копию, они бы этого сделали. Но они пошли почему-то своим путем. То есть внесли некоторые изменения. Поэтому я считаю, что придавать значение вот этим каким-то мелким нюансам, ну, просто смысла нет. И я предлагаю считать эту приманку копией оригинальной, ну, только лишь условно. Наша задача понять, вообще, стоит ли ее покупать. Предлагаю вот этим и заняться. Помимо нас тут еще пару рыбаков ходит. Вот смотрю, у них, у товарища пока результата нет. Я сегодня буду рыбачить только исключительно этой приманкой. Ну, других у меня просто с собой нет. Все отсюда убежали. Клёва здесь нет. Был у меня один такой хороший укус. Вот она ударила по приманке, и все. Ну, хорошо. Похожу сейчас. Много травы, много мусора. Это плохо. Сейчас ветер, ну, почти мне в лицо. Ну, немножко сбоку дует. Ну, слабенький, но тем не менее. Посмотрите, как летит. Ну, на мой взгляд, очень даже удовлетворительно. Я в других видео говорил, что система заброса у китайских воблеров
ну, уступает японским. Но тем не менее есть такое понятие достаточности. Вот и сейчас очень даже вполне, ну, достаточно. Но когда случаются порывы ветра, воблер начинает в воздухе кувыркаться, ну и плохо лететь. Это вполне ожидаемо. Так, ну что, как я сказал ранее, была одна поклевка, и один раз я видел, как рыба выбежала вон оттуда со свала за приманкой. И на этом все. Я сейчас буду двигаться по берегу, схожу к морю, посмотрю, что вот там у рыбаков происходит. В общем, ситуация не изменилась. Кто-то уже ушел, ну, клёва нет. Товарищ видел, поймал симу. Вот у меня наконец-то поклевка, а так вот, ну, ее видно, она бегает за каким-то мальком. А такую крупную приманку, ну, что-то не хочет брать. И по-прежнему много травы, это тоже сказывается на клеве. Я отошел на участок, где, ну, течения почти нет, но тут мусор и вода немножко мутноватая. Я хочу показать, как двигается эта приманка. Да, очень плохо, неудобно. Не получается у меня в таких условиях показать. Ну, поверьте на слово. Воблер качается, воблер рыскает из стороны в сторону. Ну, в общем, все как и должно быть. Очень много мусора. Это плохо. Это очень сильно сказывается на клеве. Так, как я уже сказал, у товарища клюнула сима некрупная. У меня пока одна кунжа. Но рыба есть, я ее периодически вижу. Тут все очень сильно зависит от приливов и отливов. Сейчас, по моему опыту, могу сказать, что отлив не такой, какой нужен. Но мы пока рыбачим. Вот опять же, против ветра, ну, ожидаемо плохо летит. То есть оригинальная приманка, оригинальная халука легко пробила бы этот ветерочек. Сейчас такая крупная выбежала. Она сначала легонько-легонько прикоснулась к приманке. А потом вот я совсем не рядышком с собой ее увидел. Хороший экземпляр был. Не хочет. Я не знаю, в чем дело. Дело в приманке или в воде.
Ну, что-то совсем маленькое. Совсем маленькое. Но, тем не менее, это же рыба. Обычно на этом водоеме рыбалка такая, достаточно предсказуемая. И в течение рыбалки, ну, несколько раз мне удавалось снять поклевку на камеру. Ну, сегодня вот так вот пока. Может быть, когда совсем протащит мусор, будет рыба поактивнее. Не хочет на камеру клевать. Ну, хоть клюет. Ну, как обычный такой средненький экземпляр. Тут бывают и побольше экземпляры. Ага, 5. Не всегда получается снять то, что хочешь снять. И чтобы результат был и на камеру. Ну вот, к сожалению, вот так. Это рыбалка. Но и надо сказать, что все-таки рыба не будет клевать на абы что. Знаете, вот некоторые считают, если у вас там ее много, рыбы, то клевать она будет на ржавый гвоздь. Это далеко не так. Но, тем не менее, вот 3 рыбины я вытащил. Это результат. Ветер практически стих. И стало прям очень комфортно бросать приманку. Но все равно, вот тактильно ты чувствуешь, понимаешь, что все-таки эта приманка летит хуже оригинала. Ну, прям заметно хуже. Но, как я уже сказал ранее, летит достаточно. Достаточно, чтобы рыбу поймать. Если хочется прям очень дальнего заброса, особенно с ветром, со встречным ветром, то тут без вариантов нужно использовать только оригинальную приманку. Смотрите, изначально подобный тип приманок создавался для ловли сибаса, но это разновидность окуня. Вот, а это рыбалка на водоемах, ну, где отсутствует течение. Ну, как правило, это морское побережье, морские заливы, устья больших рек, там, где течение либо отсутствует, либо очень слабое. Вот, но в наших условиях очень часто мы как раз таки используем вот эти отливные и приливные явления. То есть мы рыбачим на течении. И очень важно, чтобы приманка, она держала это течение. Есть немало хороших японских и китайских воблеров, которые вполне неплохо себя показывают на спокойной воде, но в условиях течения они не работают. То есть вот он заваливается на бок, его поднимает и выбрасывает на поверхность. И ну ничего ты с этим не сделаешь. Ну вот я сейчас прошелся по течению. Вот к этой приманке, ну, нареканий нет. Вот надо отметить, что халука, мы же о ней говорим, оригинальная, она прекрасно держит течение. Вот эта приманка вообще не уступает в этом смысле. Ни разу эту приманку не выбросила на поверхность. То есть вполне себя уверенно ведет на течение. Только порадовался, что ветер стих. А он снова как дунул, только уже с другой стороны, вот с моря. Мы решили немного прогуляться. Прогуляемся туда, к морю. Посмотрим, что там. Потому что здесь, ну, прям совсем что-то
плохо. В общем, прошло полчаса, все затянуло туманом. Ну, рыбалки нет. Редкие поклевки, рыба мелкая. Для этого водоема это, ну, не рыбалка. И я думаю, сегодня вряд ли что-то изменится. Прилив не тот, который нужен. Да, вытащил маленькую. 3 килограмма? Нет. Ой, ой, ой. Не могу на камеру снять поклевку. Ну, тоже не крупная. В общем, сегодня ерунда, а не рыбалка. Ничего у нас не клюет. Опыт нам подсказывает, не будет сегодня рыбалки. Ну, по ряду признаков, как бы, есть такое вот понимание, поэтому мы сейчас круг сделаем и уедем. Ого, какие тут просторы! Поклевка на оригинальную халуку. Подожди, контент, у меня тоже поклевка на неоригинальную халуку. Видишь, селедка торчит с рта? Селедка? Да. Ой, слушай, давай ее на берег, я сейчас поснимаю ее. Ну, тоже неплохой размер. Пошли. Пошли, 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 пошли. Ох ты. У меня прям за самый-самый кончик. Может сейчас бежать. Выплюнула на берегу. Выплюнула селедку. Опа. Там сразу 2 штуки, и обе хорошего размера. Это знак такой, ну, неплохой. Мы решили, ну да, полчасика, может быть, все-таки будет клев. Попробуем еще половить и поедем домой. Вот видите, как поменялась погода. Туман, ничего не видно. А как с утра было хорошо. Ай-яй-яй. Выключил камеру, поклевка, включил, только нажал на кнопку, включил камеру, сход. Так, надо доловить. Я ведь должен заснять момент поклевки. Очень боевая. Так, у товарища поклевка. Это, наверное, моя рыба, которая у меня сбежала. Когда появляется солнышко, в очках видно ее иногда. Она крутится рядом с воблером, иногда покусывает, но нет полноценной поклевки.
Он, товарищ, тоже ругается. Он тоже ее видит. Она не хочет клевать. Вот, но товарищ ловит на разные приманки. Он периодически меняет. И, насколько я знаю, китайцев... Вот она. Вот она. Поклевка на камеру. Я это сделал. Поклевка на камеру. Ух ты, фрикцион-то как затянут. Поклевка на камеру. Ну, наконец-то. Так, а зачем я иду на берег? Я тебя здесь отпущу. Ну, это не крупная. Но, тем не менее, это хищник. Ну, мы надеялись, что-то изменится, но, к сожалению, хорошего клёва так и нет. Вот протока, мы сначала там начинали, вот за углом. Сейчас мы фактически в протоке стоим и думаем, вот прогуляться вон туда. Там получается свал уже непосредственно в море. Может быть, на свале что-то будет по-другому. Так, хорошо. Мы на свале. Я в очках вижу прямо перед собой темное пятно. Это небольшой косяк селедки. И я думаю, где-то рядышком может крутиться хищник. Но здесь история та же самая, повторяется. Иногда рыбу видно. Она ходит за приманкой, но не клюет. Вот, у товарища поклевка. Да, вот. Видите, что происходит? И тут же сход. Оба, он бегает, не хочет клевать. Ну да, сейчас не крупная выскочила. Не крупная выскочила, но все равно приятно. Вон она плещется. Чуть выше тебя. И ниже я вижу, из воды выпрыгивает мелкая рыбешка. Это она убегает от хищника. Опять поклевка за губежку. Кстати, тоже китайский воблер от компании Birking. Подарен мною. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Настоятельно рекомендую. На моем канале в плейлисте приманки есть видео про этот воблер. Позволяет вот так за ниточку вытащить рыбу. Прям за ниточку. Смотрите. Рекомендую. В принципе, рыбачить еще можно было бы, но, к сожалению, мы уже опаздываем, и поэтому мы решили уезжать. Рыбалка, откровенно говоря, была не очень хорошая. Вот для этого места, как получилось, так и получилось. Как я уже говорил ранее, это будет честно по отношению к зрителям своего канала показывать и такую рыбалку. Что по воблеру? Опыт рыбалки на китайские воблеры у меня хоть и небольшой, но уже какой-то есть. И, в принципе, что я могу сказать? Вы знаете, они ничем не отличаются друг от друга на самом деле. Что Цуриное, что тот же Birking. Вы можете посмотреть мои видео, обзоры на другие китайские воблеры. Плюс-минус примерно то же самое. Ожидаемо
несколько хуже заброс по сравнению с оригинальными японскими приманками. Игра, уловистость, ну, в принципе, вполне адекватная. То есть на китайский воблер, включая этот, можно прекрасно отрыбачиться, а в каких-то других условиях он будет молчать. В общем, все как и у японских. Покупать его или нет, дело каждого. Я ничего не рекламирую. Просто хочу напомнить, что вот в сегодняшних условиях цена порой отличается в 4 или даже в 5 раз. Ну а дальше выбор за каждым. По традиции всем удачи. Вот видите, как распогодилось, солнышко, вот такие просторы. Но, к сожалению, нам уже пора.